Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовой фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы разберемся с тем, как можно использовать цветовые индикаторы наших ячеек, чтобы было понятно, над какими глифами мы с вами уже поработали, над какими предстоит поработать, где нужно что поправить и так далее. В своей работе я привык помечать цветом разные этапы работы над каждым конкретным глифом. Ну, то есть, например, сейчас они у нас все белые, когда у нас их несколько штук, в принципе, все окей. Но когда их наберется целая куча, там больше 300, они все смешаются в одну какую-то непонятную кучу и становится неясно, над каким глифом я уже работаю, над каким я сейчас работаю, какой у меня готов, какой не готов, я обычно помечаю это цветом. Самая простая индикация, как по мне, это обычный такой общепринятый стандарт цветов. Допустим, если глиф у меня полностью готов, я его помечаю зеленым флагом, вот таким вот маркером. То есть зеленый, как на светофоре, то есть можно, как бы, он уже готов, с ним делать уже ничего не нужно. Но если вдруг он у меня на каком-то этапе редактирования, и там что-то нужно изменить, или я его еще не дорисовал, или он еще там не готов, я могу выбрать красный цвет. То есть выбираю нужные мне глифы и выбираю ячейку. Если мне нужно убрать, жму вот сюда. Иногда бывает, если буква состоит из ссылки на другую букву, то есть, например, если мы возьмем латинскую H и русскую букву N, то мы поймем, что это буквы одинакового цвета. Мы компонентам добавляем, то есть не одинакового цвета, а одинакового рисунка. Мы добавляем компонентам в русскую кириллическую букву N рисунок буквы H, и чтобы было понятно, что это не, как бы, не настоящая графема в плане того, что мы ее не нарисовали дополнительно. Самый простой вариант пометить, что она ссылается на другую. Как это делать? Я обычно ее помечаю вот либо таким голубым цветом, либо вот таким, который сам по себе очень похож на зеленый. То есть если мы посмотрим, здесь контрастно они между собой отличаются. А вот этот цвет достаточно сильно похож. Вот, он вроде бы зеленый, он бирюзовый, такой немножко голубоватый, поэтому сразу понятно по нему, что он у нас как бы к чему-то относится. Как это выглядит вживую? Вот если я посмотрю сейчас на проект, то я увижу, что у нас вот эти глифы, которые состоят из других символов, ну, например, буква N, это компонент буквы H, это полноценная буква с тремя такими контурами, а это у нас ссылка на нее. То есть я ее пометил вот таким бирюзовым цветом, чтобы было понятно, что редактировать мне ее не нужно. Если я отредактировал вот эту, все изменения у меня отредактированы здесь. Если вдруг какая-то у меня ошибка в букве, я вот вижу, тут что-то у меня слетело, поэтому я их выделяю вот таким красным цветом, поэтому в будущем я понимаю, что мне их нужно доработать. Иногда я, бывает, добавляю какие-нибудь фиолетовые, синие и прочие другие цвета, если вдруг мне там что-то нужно поправить, что-то изменить. Вот, но при этом не сильно полностью переделать, я помечаю таким цветом. А еще очень удобно, например, использовать оранжевый цвет, либо желтый, то есть в выпадающем меню я здесь могу выбрать вот такой желтый цвет, он достаточно контрастный, заметный, такой режим полуготовности этого глифа. Вот, или, например, оранжевый тоже очень хорошо смотрится и позволяет, например, мне по какому-то принципу отличить эту букву от другой. Ну, в общем, идею основную-то вы поняли, что я пытаюсь до вас донести. На одном из ранних этапов создания этого проекта у нас с вами создался такой технический символ, как .notdev. Что это такое? Это технический глиф, который, скажем так, удалять не стоит, он нам нужен. Для чего он нужен? Когда мы с вами, допустим, там, или пользователь вашего шрифта на каком-нибудь языке, который не поддерживается вашим шрифтом, начинает набирать текст, вместо того, чтобы у него слетел этот шрифт при наборе несуществующей буквы, программа просто подставляет ячейку несуществующего глифа в место, где он должен быть. И таким образом общий текст у нас сохраняется. Вот, поэтому мы его с вами можем найти в самом низу. Он не входит в состав кодировки Latin Simple, поэтому он у нас в самом конце. В общем, оставляем его как есть. Обычно я его не трогаю, просто окрашиваю в зеленый, потому что пускай он будет таким, какой он есть. И, в принципе, и на этом-то, собственно, все. Все да не все. А что, если нам как-то использовать полезным образом этот глиф, раз он уж есть, почему бы его чем-нибудь не наполнить? Если вы обращали внимание, может быть, или, например, в принципе, читали об этом, некоторые дизайнеры, некоторые шрифтовые студии используют этот глиф как место размещения своего логотипа или какого-нибудь просто прикольного рисунка. Как это примерно выглядит? Например, шрифт, который я выпустил под названием Rare, он в себе тоже содержит символ notdev,
Символ этот называется, как я вам уже говорил ранее, NodeDev, иногда его еще называют TOFU. Почему и как, здесь у нас можно почитать на канале «Шрифтовой завтрак» в Телеграме, немножко об этом информации. А как это, собственно, реализовано вживую? В моем шрифте, который я выпускал, Rare, в нем присутствует только только базовая латиница и базовая кириллица, помимо там каких-то основных знаков. Если мы захотим набрать какой-нибудь несуществующий символ, например, расширенной латиницы, то мы либо получим там ничего, а в моем случае у нас подставится вот такой рисунок тигра в кепке. Как это вживую выглядит? Заходим на сайт Paratype, где продается мой шрифт, и здесь мы можем увидеть, что я специально набрал в демо-окошке текст, в котором представлены символы расширенной латиницы, то есть те символы, которых не существует в моем шрифте. Но вместо того, чтобы показывать какие-то непонятные кракозябры в списке выбора начертаний, подставляется, исходя из того, что у нас разные начертания имеют разную вот эту картинку, чтобы общий ритм у нас как бы сохранялся, поставляется эта монда, и таким образом у нас общий рисунок как будто бы так и задуман на самом-то деле, что очень удобно, поэтому в будущем, когда вы уже прям освоите, захотите выпустить свой шрифт, вы вполне можете туда запихнуть свой логотип, либо просто прикольную картинку, и она у вас также будет интересно смотреться, когда, например, каким-то образом получится так, что в вашем шрифте нет требуемого символа для пользователя. Вот, поэтому пользуйтесь, штука интересная, почему бы и нет. Теперь, когда в нашем шрифте есть какое-то количество символов, мы настроили между ними метрики, то есть все более-менее аккуратненько и красиво, можно попробовать уже понабирать какие-нибудь слова, то есть попробовать его в действии. У нас есть вот эти символы, я красил их в зеленый цвет, чтобы было понятно, чтобы они выделялись на фоне этих серых ячеек. Теперь, чтобы нам их использовать, нам нужно их скопировать. В данном случае я выбираю все зеленые ячейки, пробел выбирать не обязательно, нажимаю Enter, это я делал с зажатым Ctrl, и в верхнем поле текст-бар, который, если у вас не включено, View, Control-бар, текст-бар, у меня представлены все нарисованные символы. Поэтому я их копирую, Ctrl-C, Ctrl-V, и открываю сайт, в котором можно генерировать слова, разные существующие, из того, что мы с вами уже нарисовали. Поэтому что мы делаем? Вот у нас есть сайт, можно дополнительные настройки включить. Вот в это поле мы вставляем нарисованные у нас глифы, жмем поиск. И что происходит? Вот этот поисковик находит нам существующие слова из тех символов, которые у нас уже нарисованы. Поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно просто их сейчас скопировать и вставить в FontLab. Перехожу в FontLab и вставляю туда все слова, которые мы с вами скопировали. Примерно все, я предварительно их уже попробовал, покопировал. Для того, чтобы вставить их нам вот в такую строчку, нам нужно открыть боковое меню, жмем Ctrl-V, текст у нас вставляется, видите, вот в таком столбике, закрываем это окошко, отдаляемся, можно переключить в режим текст, отдаляемся, и что мы видим? А видим мы на самом деле ничего. Почему? Потому что копировали мы с вами строчные символы, а нарисовали мы с вами, как видите, только прописные, поэтому, разумеется, мы ничего не видим. Нам нужно сделать так, чтобы у нас вот это все было, поменялось, так сказать, стали они все прописные. Что для этого нужно сделать? На всякий случай сохранюсь. Во-первых, мы можем сделать это в этом же окне боковом, можем включить порядок, то есть либо все строчные, либо заглавная прописная, либо все прописные. Либо можем даже без этого окна переключаться вот здесь, то есть 1, 2, 3. Выбрав все прописные, я могу теперь отдалиться и посмотреть, какую красоту мы с вами нарисовали. То есть это у нас шрифт, реально какие-то существующие слова. И вот так вот все это очень-очень нарядно выглядит на самом-то деле. Вот. Так что мы с вами большие молодцы. Здесь, конечно, есть вот такие пустоты между круглой и X-образной буквой, потому что это уже настраивается через кернинг. Но все равно результат очень-очень даже достойный. Вот. А еще раз, мы сделали с вами такую красоту, почему бы нам ею не поделиться? Поэтому делайте скриншоты, делайте фотографии просто даже экрана того, что мы с вами нарисовали в этом курсе, и выкладывайте в различные социальные сети. А еще отмечайте в публикациях твой шрифтовый фетиш, потому что мне, во-первых, будет интересно, на каком уровне работы находитесь вы сейчас, на каком этапе работы на видеокурсе. Я примерно буду понимать, сколько человек вообще в данный момент рисует и работает над этим шрифтом, над этим курсом. Вот, поэтому обязательно укладывайте их, хвастайтесь, потому что чем больше вы хвастаетесь, тем, во-первых, больше людей
понимает, что вы вообще чего-то там добились, это первое. Второе, вы таким образом мотивируете сами себя чаще показывать другим людям, а значит, вам нужно добиваться каких-то успехов, значит, вы не будете бросать работу над этим проектом и будете, потому что другие люди будут следить за тем, что вы делаете. Тем самым это будет как бы стимулировать вас не бросать текущий проект. Вот. А еще, когда вы будете выкладывать это все в соцсети и потом смотреть на эти картинки, вот именно вне работы над шрифтом в FontLab, вы будете находить там какие-то ошибки, какие-то косячки, которые сейчас не видите. И тем самым вы будете со стороны на это смотреть и понимать, что там в будущем вам нужно исправить. Поэтому обязательно отмечайте твой шрифтовый фетиш и увидимся в следующем видео. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит, я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayr и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовый фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.